Привет, близнюки. Сегодня у нас расклад, что важного произойдет у тебя в любви в январе. И давай в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Итак, близнецы. Три вопроса, и первый, что важного произойдет в любви в январе. А тут трактовать даже не нужно. Тебе подвалит мужик серьезный. Все, тут на этом все. И он не вот этот мальчик-одуванчик, да, а взрослый мужик с головой на плечах и с деньгами в кошельке. И он будет вот прям со всем вот этим набором, да? Стабильная работа, своя квартира, своя машина и планы на жизнь есть. Но фишка не в том, что он обеспечен, нет. Фишка в том, что он при всей вот этой серьезности окажется нормальным живым человеком, который умеет говорить о своих чувствах. Вот прям без всех вот этих мужских заморочек, типа «я не могу слова подобрать, я не романтик». Нет. И этот прям будет спокойно рассказывать, что он чувствует, что ему нравится в тебе, чего он от отношений хочет. И будет делать вот это все без вот этого пафоса, никому нахрен не упавшего, без игр, без манипуляций. Просто будет, как сказать, просто будет человеком. Просто вот по-человечески. И встреча ваша через общих знакомых будет. Ну или на каком-то мероприятии, где вот соберутся взрослые адекватные люди. То есть не в клубе, не в баре, а там вот, где нормально можно поговорить. И он к тебе сразу интерес проявит. Но он, знаешь, не будет лезть тебе в душу с первых минут. Познакомиться, вот так вот предложит встретиться еще, созвониться. И еще, кстати, когда обещал, он обязательно позвонит. И вся вот эта история, она будет развиваться очень вот ровно, спокойно, без качелей, без драм. И ты сама почувствуешь, что рядом с тобой взрослый мужик, который не боится ответственности, и при этом он не деревянный эмоционально. То есть он будет там жизнью твоей интересоваться, да, слушать, как ты говоришь, что ты говоришь, реально детали разговора запоминать. А это очень редко, уж поверь. То есть в январе ты получишь то, чего вот, честно говоря, давно ждала. Сочетание надежности и душевности вот в одном человеке. И сразу говорю, это не будет бурная страсть с первого взгляда. Нет, это будет что-то вот такое более ценное. Вот как вот сказать-то по-другому? Вкусное, если скажу, то ты не поймешь. Вот ощущение будет, что ты нашла своего человека. Понимаешь? Теперь плохое. Как ты можешь этого человека проворонить? Ну, а тут трактовать не нужно, да? Карта страхов, тараканов и так далее. То есть твои страхи и тараканы у тебя в головушке твоей сидят, и ты будешь себя накручивать еще до того, как что-то реально пойдет не так. То есть он напишет тебе вот не сразу после встречи, да, а через день. И ты уже начнешь думать, что он там передумал, что ты ему не понравилась, что со мной что-то не так, что он нашел кого-то лучше. Вот это твое любимое близнецовое. И вот он предложит встретиться в будний день. Причем не на выходных. И ты просто вот решишь, что он тебя просто не ценит. Что ты для него, ну, запасной вариант. То есть ты будешь искать подвох там, где его ни хрена нету. Будешь соцсети начнешь высматривать, с кем общается, кого лайкает. Будешь каждое его слово, вот прям, как сказать, как губка впитывать, да, анализировать. Каждую паузу даже. То есть ты сама себе накрутишь такой клубок, что в итоге либо ты отошьешь его сама, либо будешь вести себя так подозрительно и странно, что он решит, что зачем мне связываться с женщиной, у которой кукушка полетела.
Вот проблема в том, что ты не веришь, что ты можешь получить что-то хорошее просто так, потому что ты есть. Вот твоя проблема. Например, мы с тобой встретимся, да, вот, как сказать, на улице, да, просто, и я тебе дам букет. Вот просто потому, что настроение хорошее. Потому что в проработках так есть, да, цветы подарить прохожей девушке. И представь, я тебе дарю, а ты сразу, где меня снимает скрытая камера? А что я должна в ответ? Вот это твое любименькое. И вот с ним ты можешь повести себя так же. И вот это недоверие к жизни и к людям, оно может все угробить. То есть ты будешь прям реально саботировать отношения своими же страхами. И проворонишь ты его именно так. Начнешь проверки устраивать, задавать вот эти вопросы колючие, отстраняться без причины. Ждать, что он там докажет свою серьезность какими-то там подвигами. А он просто устанет от этой нервотрепки и свалит к той, с которой попроще будет. Но это вариативно, я говорю, то, что как ты можешь проворонить. Какой совет? Знаешь, надо в руки себя взять и с нуля все начать. В прямом смысле. Вот нужно, когда он к тебе подвалит, ну, это плохое слово, да, когда он к тебе подойдет, яйца подкатит и так далее, ой, это еще хуже. Ну, когда, в общем, он к тебе подойдет, нужно забыть все свои прошлые истории, весь твой опыт негативный. Понимаешь? Все разочарования, обиды, все в топку. Подойди к новой истории, к вот этой, как вот чистый лист. Без груза, то есть прошлого, без ожиданий, что все опять повторится, все мужики плохие. Вот твоя задача смотреть на факты, а не на свои фантазии. Он позвонил? Позвонил. Не надо додумывать, почему не раньше и не позже. Когда смог, тогда позвонил. Он пригласил в кино? Пригласил. Значит, хочет провести время, все логично. Не надо искать скрытый смысл. Перестань работать этим детективом и стань просто женщиной, которая знакомится с мужчиной. И прямо говори всегда, что тебе нужно. Если тебе важно, чтобы он писал каждый день, то ротом это скажи ему. Вот прям так и говоришь, да? Я хочу, чтобы ты писал мне каждый день что-нибудь приятное. Вот так вот. Если хочешь знать, что вы серьезно встречаетесь, или несерьезно, или просто друзья, то ротом это спроси. Не надейся, что он сам догадается. Он не догадается, вы разных полетов. Он спокойный, а ты придумываешь. Не жди, что он мысли твои начнет читать. Поэтому используй слова. Четкие, понятные слова. И знаешь, что еще? Не бойся задавать ему неудобные вопросы. Лучше сразу все прояснить, как говорится, на берегу, чем сидеть и мучиться потом догадками. Спроси, что он хочет, чего он ищет, свободен ли он по-настоящему, или в разводе, или у него жена дома. И слушай ответы. Не выдумывай, не додумывай, а именно слушай, что он говорит. И если что-то не сходится, то прямо уточни. Не уходи от человека, не уточнив. Твое оружие в январе – это ясность, честность и вот эта прямота, понимаешь? Без всяких игр, без намеков вот этих женских игрушек в загадку. И без попыток с его стороны угадать тебя. Просто будь собой и ротом говори то, что ты думаешь. И у вас тогда будет идеальная пара, идеальная семья и детки красивые. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и всегда помни, я с тобой рядом.